Привет-привет, мои любимые! Как прошли ваши выходные? Сегодня приготовим просто супер-пупер вкусный яблочный пирог из самых простых продуктов, но с маленьким секретиком. Готова поспорить, что многие из вас такую шарлотку еще не пробовали. Все очень просто. 2 яблочка, 3 яичка и все готово. Так, возьмем такую большую мисочку. Разбиваем 3 яичка. Куриных яичка, мои дорогие, куриных, большого или среднего размера. В комментариях кто-то высказывался, что неприлично так выражаться на кухне. Любимые мои, ну не будьте такими скучными. Вспомните хотя бы сказку про курочку-рябу. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Ну а если вы вдруг такой сказки не читали, я не виновата. Но лучше все-таки почитайте, это народное творчество. Теперь к яйцам всыпаю 150 грамм сахара. Друзья, это 6 столовых ложек с горкой, если вы не пользуетесь весами. Пригласим нашего любимого друга на кухне. Конечно, это миксер. У меня вот такой старенький, ему уже 100 лет в обед, но до сих пор он мне отлично помогает. Ой, чуть не забыла. Добавим щепотку соли для усиления вкуса. Хотя, знаете, лично я соль не всегда добавляю и никак это не влияет. Взбиваем яйца с сахаром буквально 5 минут. Можете по таймеру, главное, чтобы масса стала пышной, белой и увеличилась в объеме. Любимые мои, только посмотрите, сколько добрых, теплых слов вы мне пишете. Я вам так благодарна за ваши теплые слова и поддержку, потому что это ведь такая мощная энергия любви, которую я всегда чувствую, и она идет от вас. Посмотрите, вот так хорошо у нас взбились яйца, они белые, пышные, масса увеличилась в объеме, и она теперь такая легкая и воздушная, а сахар практически растворился. Так, что мы делаем дальше? Берем пачку масла, у меня здесь 180 грамм, но нам понадобится не вся пачка, а для пирога нам понадобится 120 грамм. Сливочное масло должно быть мягкое, комнатной температуры, поэтому лучше заранее достаньте его из холодильника. Добавляю 120 грамм сливочного масла к яйцам. Можно пачечку почистить, чтобы ничего не пропадало. Экономные хозяйки ничего не выбрасывают. И теперь пришло время для главного героя нашего пирога. И это творог. Представляете, шарлотка с творогом. Вкуснотища будет, тесто получится очень нежным. Здесь у меня 250 грамм творога. Творог можете брать любой жирности, у меня 5%. Отправляю творог сюда же в миску. Многие из вас уже опытные хозяйки и хорошо знают, насколько качество продуктов влияет на конечный результат, на готовую выпечку. Поэтому в зависимости от того, какой у вас творог, какой он жирности, насколько он влажный, вам нужно будет добавить чуть больше муки или чуть меньше. Будете ориентироваться по консистенции. Чуть позже я вам немножко поподробнее объясню, когда будем смотреть густоту теста. Теперь снова беру миксер и буквально 1-2 минутки хорошо взбиваю яйца со сливочным маслом мягким и с творогом. Творог хорошо разойдется, забьется в такую однородную массу, воздушную. Она не очень воздушная, но она будет однородная. Комочков и крупинок никаких не будет. Конечно, если вы не возьмете, например, зернистый творог. Зависит еще от самого качества творога. И если уж вы очень захотите, вы можете пробить творог блендером или протереть через сито, чтобы тесто получилось прямо идеально гладким и однородным. Я этого не делаю, чтобы потом не мыть еще кучу лишней посуды. Так, готово. Творог со сливочным маслом и яйцами взбили уже достаточно. И что теперь нам остается сделать, это добавить в тесто муку с разрыхлителем. У меня здесь 240 грамм муки. Это 8 столовых ложек с большой горкой. Высыпаю в муку пакетик разрыхлителя, это будет 2 чайных ложки. Немного перемешаю вилочкой, чтобы мука с разрыхлителем смешались. И теперь добавляю муку вместе с разрыхлителем в тесто. Обязательно просеиваю.
и хорошо перемешиваем тесто. Я перемешала при помощи лопатки, попробовала воспользоваться миксером, но все тесто у меня просто намоталось на венчики миксера. Так что попробуйте сами, как вам будет удобнее перемешивать. Главное, если при помощи миксера, то обязательно на низкой скорости, не на высокой. Все, ребята, тесто уже готово. Посмотрите, какое оно получилось, какой густоты. И хочу отметить, что у меня оно получилось довольно густое, по причине того, что в моем помещении на кухне у меня довольно прохладно. Поэтому сливочное масло, которое находится в тесте, оно немного схватилось, и за счет этого тесто получается гуще. То есть, если на вашей кухне будет жарко, тогда тесто у вас получится менее густым. Кажется, вот такие незначительные нюансы, как, например, холодное сливочное масло в тесте, а видите, как оно может изменять результат. Так что на кухне, особенно в выпечке, все важно. Пока отставим тесто в сторону и займемся яблочками. Сначала удаляю из яблок серединку. У меня для этого есть такая штука. Она уже очень-очень древняя. Опа, видите, какой трансформер. И теперь, когда справились с удалением семечек, разрезаем яблоко, каждое яблочко напополам или на 4 части. Это зависит от размера яблок и от размера вашей формы, потому что я сегодня хочу сделать очень такое интересное украшение для нашей яблочной творожной шарлотки. Вам понравится. Яблоки нарезали, и теперь посмотрите, берем половинку или четвертинку и делаем вот такие надрезы. Вот так нарезаем, но при этом не прорезаем до конца. Вот так получается. Друзья мои, как я уже говорила, вы очень много присылаете комментариев, и я очень рада, мне очень приятно их читать. Но среди большого количества положительных и доброжелательных комментариев иногда встречаются вот такие вот. Звучат они по-разному, например, могут звучать так: «Ты чё так много говоришь?» Или «Чё так яблоки долго режешь? Утомила уже». Или так: «О боже, какой приторно-сладкий голос. И вообще, ногти надо стричь, кольцо снимать, перчатки одевать, а яйца мыть». Любимые мои, я знаю, что вы лучше знаете, что мне нужно делать на моей кухне, поэтому и советуете. Но, дорогие, не стоит все это писать, потому что не может быть 2 капитанов на одном корабле и 2 хозяек на одной кухне. 2 женщины на кухне не уживутся, как ни крути. Поэтому напишите лучше анекдот, если вам хочется что-то написать интересное. И я просто обожаю анекдоты и юмор. Хотите, расскажу один? Звонок по телефону. Алло, мама? Да-да. Обед приготовила, посуду вымыла, школу, институт закончила, детей родила. Можно я пойду погуляю? Кстати, я действительно понимаю тех, у кого мало времени, и поэтому у меня для вас тоже есть прекрасный вариант. У меня есть еще один канал, где я выкладываю рецепты, которые вам точно понравятся. Там совершенно нет моего голоса, просто приятная музычка. Добро пожаловать! Ссылочку на мой канал с рецептами, без голоса, без озвучки, я оставлю для вас в описании под видео. Рада буду каждому из вас. Посмотрите, яблочки мы с вами уже нарезали. Теперь берем форму, моя форма размером 20 сантиметров, и сверху выкладываю яблочки. Вот так. Посмотрите, мои любимые, как красиво смотрится. Пирог сразу приобретает праздничный вид, и он действительно получится очень вкусным, очень красивым. Вы будете просто в восторге. Духовку я уже заранее разогрела, температура 180 градусов Цельсия, пирог будет выпекаться примерно 45-50 минут. Время и температуру выпечки всегда даю ориентировочно. Ориентируйтесь по вашей духовке и готовность пирога проверяйте на сухую зубочистку. Если зубочистка из серединки пирога выходит сухой, без следов сырого теста, значит можно доставать пирог, подавать к столу. Любимые мои, вы только посмотрите, какого красавца я только что достала из духовки. Аромат просто божественный, разносится по всей кухне, по всему дому. Он еще очень горячий, обжигает руки. Сейчас возьму рукавичку, попробую достать пирожок из формы. Посмотрите, любимые мои, яблочки сохранили свою форму, и они просто украшают этот пирог.
сверху даже не хочется его как-то дополнительно украшать. Можно, конечно, посыпать сахарной пудрой, если вам так больше нравится. Я посыплю немножко, хотя он и без пудры просто великолепен. Сейчас отрежем кусочек и будем пробовать. Ребята, вы не представляете, какой нежный пирог получился. Пушистый, воздушный, яблочный пирог-шарлотка на творожном тесте. Такой мягенький-мягенький внутри и полностью хорошо пропеченный. Тесто творожное, очень-очень вкусное. Муж сказал, что пирог чем-то напоминает ему манник по вкусу, хотя манки здесь никакой нет, вы сами знаете. Но благодаря творогу получается такая интересная консистенция и очень интересный вкус. Бесподобный пирог обязательно приготовьте. Посмотрите, рецепт просто чудо. Все продукты очень простые и готовится очень просто. Друзья, если вам понравился рецепт пирога, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу пирог». Я буду очень рада. А также буду рада, если вы напишите, из какого города или страны вы меня смотрите. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. А я напомню, что с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Всем желаю приятного аппетита, вкусного пирога, прекрасного настроения. Будьте здоровы, всего вам самого наилучшего, готовьте с любовью, все тогда у вас будет получаться вкусно, прекрасно и просто великолепно. Пока-пока, всех люблю и скоро увидимся!